Недавно у нас был выпуск про то, как майор британской армии занял морскую платформу и объявил ее независимой страной. Но что, если ничего не занимать, а просто насыпать собственный остров посреди моря? Эта идея приходила в голову многим, и, как ни странно, многим это удалось. Сегодня мы поговорим про то, как человечество строит искусственную сушу, и про самые успешные проекты, ну и про самые провальные тоже. Начнем с успешных, а также с Джеймса Бонда и Каспийского моря. Если вы смотрели фильмы «Целого мира мало», то помните, там был странный город на воде с эстакадами, с домами, стоящими прямо на платформах в открытом море. Это не декорация, а вполне настоящий город. Нефтяные камни. Городу больше 70 лет. Там есть многоэтажки, фонтаны, автомобильные дороги, автомобили, ну и все остальное. И все это стоит на сваях. Нефтяные камни находятся примерно в 40 километрах от берега Апшеронского полуострова. Моряки еще в 19 веке обратили внимание на то, что на небольшой глубине в этом месте видно камни, покрытые черной нефтяной пленкой. В конце 40-х здесь решили добывать нефть. Море здесь не очень глубокое, 6-8 метров. В 1949 году на мелководье затопили старый танкер «Чванов», а потом еще 6 списанных кораблей. Их трюмы заполнили песком, соединили корабли мостками и прямо на палубах начали строить небольшие деревянные одноэтажные домики для персонала, ну и технические постройки для нефтедобычи. Быстро стало понятно, что месторождение здесь очень перспективное. Росла добыча, параллельно рос поселок. В морское дно на глубине 20-30 метров вбивали сваи. На них строили платформы, а на платформах дома. Между ними проложили мосты. В поселке появились обязательные столовая, медпункт и клуб. Нефтяников с большой земли привозили вертолеты. Все это оказалось так удобно, что в 70-е было решено сделать из вахтового поселка полноценный городок с городским уровнем комфорта. Началось строительство многоэтажных жилых домов. Это были пятиэтажные панельные общежития, ну практически хрущевки, но прямо посреди открытого моря. В 80-х появились даже девятиэтажки. Был разбит парк с деревьями, для которого с большой земли привезли плодородную почву. На острове есть электростанция, больница, хлебозавод и мечеть. Все это соединяет сеть дорог общей длиной почти 350 километров. Нефтяные камни занесены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая морская нефтяная платформа. Почти 60% морской нефти Советского Союза шло именно отсюда. Сейчас масштаб поменьше, но это до сих пор важное месторождение и единственный в своем роде эксперимент по жизни в море. Одновременно на объекте могут жить и работать 2000 человек. Опять же, если вы смотрели наш выпуск про княжество Силенд, то там независимое государство пытались сделать из одной морской платформы с 10 жителями. А тут 2000, и все это существует уже 70 лет. И это не единственный такой объект на Каспии. Видимо, в Азербайджане по какой-то причине очень хотят заселить море. В 20 километрах от Баку существует курорт Сибриз. Частично он находится на суше, частично на искусственных насыпных островах. Прямо сейчас отсыпают самый большой из этих островов. Он имеет форму полумесяца и площадь в 50 гектар. Остров полностью искусственный, его планируют озеленить и застроить элитным жильем и отелями лучших мировых сетей, включая Marriott и Hilton. Там же будет построено самое высокое здание Азербайджана – 323-метровая башня по проекту модного архитектора Шона Кила, автора Музея будущего в Дубае. После полумесяца планируется отсыпать еще несколько островов большего размера для реализации крупных инфраструктурных проектов. Курорту 20 лет, и за это время пустынное побережье, на котором он появился, полностью преобразилось. Здесь высадили 11 миллионов деревьев, разбили сады, проложили улицы. Короче, полностью переделали весь ландшафт. Если вы когда-нибудь хотели переехать в город будущего, не по названию, а по сути, то Сибриз – это ваш вариант. Сейчас в распоряжении 50 тысяч резидентов Сибриз километры пляжей, 50 баров и ресторанов, 100 с чем-то объектов ритейла.
арт-центр, 2 школы, работающие по британским стандартам, и 50 уникальных проектов коммерческой и жилой недвижимости по проектам архитектурного бюро мирового уровня. На полумесяце в ближайшее время должен появиться кластер из 5 пятизвездочных отелей лучших мировых брендов и современного конгресс-центра. Еще 200 объектов строятся. В будущем здесь собираются построить даже трассу Формулы-1, причем она пройдет по одному из искусственных островов – Fire Island. Планируется, что в перспективе в Сибриз будет жить и работать 500 тысяч туристов и резидентов. И, возможно, вы. Другой пример увлечения насыпными островами вы все наверняка знаете, это как раз Дубай. Правительство Дубая 20 лет назад осознало, что нефть не вечна. Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, тогда наследник престола, а сейчас шейх Дубая, поставил задачу превратить Эмират в туристический хаб. И тут же возникла проблема с географией. Береговая линия длиной всего 72 километра, чего для сотен отелей было явно мало. Что делает арабский шейх, если ему мало береговой линии? Велит ее удлинить. Началась стройка сразу нескольких островных комплексов. Самые известные 3 острова в виде финиковых пальм и архипелаг в виде миниатюрной карты мира. Острова насыпные, то есть в основании там нет ни стали, ни бетона, только песок и щебень. Песок, кстати, взят не из пустыни. Родной дубайский слишком мелкий, а нужен был крупнозернистый, морской. Гигантские суда-земснаряды засасывали песок со дна Персидского залива и под огромным давлением распыляли его в нужных точках со спутниковой привязкой по GPS. Для пальмы Джумейра потребовалось 94 миллиона кубометров песка и 7 миллионов тонн камня. Каждый проект окружен 4-метровым волнорезом, который защищает внутренние лагуны от штормов и эрозии. Эти волнорезы в итоге оказались даже слишком эффективными. Естественное течение воды нарушается, и в некоторых лагунах вода в какой-то момент даже цвела. В итоге в волнорезах пришлось пробить дополнительные каналы, а вокруг островов начали высаживать мангровые леса и создавать искусственные рифы. То есть не все и не всегда шло гладко, но Дубай все-таки получил дополнительные 500 километров берега. Сейчас почти все виллы на пальме Джумейра раскуплены. Пальмы Джебель-Али и архипелаг Мир, которые долго были в полузамороженном состоянии, активно застраиваются. Еще одна страна, которая обожает искусственные острова, это Япония. Японцев можно понять, у них дефицит земли. Еще в 1636 году они насыпали микроостровок Дэдзима в бухте Нагасаки. Дословно это переводится как «выпирающий остров». Размеры у него были скромные – 120 на 75 метров. А функция всего одна – служить торговым портом для голландской Ост-Индской компании, чтобы иноземцы не ступали на священную землю Японии. На входе там, кстати, висела табличка «Только для проституток». Приличным женщинам вход воспрещен. В 1853 году Япония открылась для иностранцев, и остров стал не нужен. Но проблема с недостатком земли в стране только усугублялась. Во второй половине 20 века начался экономический бум. Города росли, промышленности требовались новые заводы. Вместо того, чтобы как-то втискивать эти заводы в жилую застройку, японцы начали намывать территории прямо в портах Токио, Осаки и Нагоя. Так возникла зона Кейхин между Токио и Йокогамой. Это такой центр японской сталелитейной и химической промышленности. Японские острова, кстати, тоже снялись в кино про Бонда. Если помните, в Скайфоле был заброшенный остров, где находилась база главного злодея. Это реально существующий остров, который называется Хосима. Изначально это был небольшой кусок скалы, но очень богатый углем. Чтобы как-то уместить там тысячи шахтеров, его расширили привозной землей и бетоном. Получился самый густонаселенный объект на планете. Почти 6 тысяч человек работали на участке 480 на 160 метров. Потом уголь кончился, всех шахтеров вывезли. И до 2009 года остров-призрак был закрыт для посещения. Туристы, которые пробовали туда пролезть, рисковали получить пожизненный запрет на въезд в Японию. Сейчас туда пускают, но только в составе организованной туристической группы. В 70-х японцы перешли от простого расширения берега к строительству полностью самостоятельных островов в открытом море. Первым в мире экспериментом по созданию чисто городского острова стал
Порт-Айленд, построенный на территории порта Кобе. Начали его в 1966-м, торжественно открыли в 1981-м. Порт-Айленд строили буквально срезая верхушки соседних гор. Грунт доставляли по гигантским конвейерным лентам. С материком остров связала первая в мире автоматическая линия наземного метро. В проекте был еще аэропорт, но его в итоге построили на другом искусственном острове Кансай. Аэропорт Кансай в конце 80-х считался одной из самых рискованных строек века. Аэропорты в Осаке и Токио уже не могли расширяться, и со всех сторон их зажали частные владения, а новые стандарты по шуму ограничивали полеты. Поэтому в 1987-м в заливе Осака слой мягкой донной глины начали засыпать десятками тысяч бетонных блоков. Из моря поднялся участок земли 4 километра на километр. Аэропорт, который на этом участке построили, сейчас принимает пассажиров 24/7. На берег они попадают по 3-километровому мосту. К сожалению, геологи где-то ошиблись в расчетах, и искусственный остров медленно уходит обратно в море. С момента постройки он просел почти на 12 метров. В итоге здания терминалов оснащены специальными гидравлическими домкратами, которые регулируют оседание, а за посадку тяжелых самолетов авиакомпании платят дополнительно. Несмотря на проблемы, сама концепция японцам очень зашла, и таких аэропортов в море у них уже несколько. Из интересных, но мифологизированных технологий в Японии есть так называемые мусорные острова. Конечно, прямо в воду мусор никто не сваливает. Хотя в 60-е один остров так все-таки насыпали. Сейчас отходы сжигают, в море уходят только стерильный пепел и измельченные негорючие остатки шлака, которые подмешивают к песку. В Токио на таком мусорном острове находится парк Уми-но-Мори. От японцев не отстают и корейцы. В 2003-м в Южной Корее стартовал проект высокотехнологичного ответа Сингапуру и Гонконгу, так называемая свободная экономическая зона Инчхон. Там планировали с нуля создать город Сонгдо на искусственном острове в Желтом море. Высокотехнологичный, продуманный и идеальный для бизнеса. Получилось 6 квадратных километров очень плотной застройки. Исходный проект вообще предполагал 150-этажные здания высотой 600 метров. Кстати, место, где расположен Сонгдо, в России известно. Остров насыпали недалеко от бухты Чемульпа, где когда-то принял свой последний бой крейсер «Варяг». В принципе, у строителей все получилось. Они не учли всего один момент. В Сонгдо сначала никто не захотел переезжать. Пришлось создавать рабочие места, проектировать ветку скоростного метро из Сеула. После этого дело пошло поживее. Сонгдо пока не обогнал Сингапур и Гонконг, но, например, в медицине стал абсолютным лидером. Это крупнейшая в мире площадка производства препаратов. И здесь расположены штаб-квартиры нескольких фармацевтических гигантов. Гораздо меньше повезло малазийскому искусственному архипелагу, на котором построен эко-город Форест-Сити. Проект стартовал 10 лет назад, в 2016 году, как совместное предприятие крупного китайского девелопера и султана малазийского штата Джохор. На бумаге идея звучала прекрасно. Город на 700 тысяч жителей, спроектированный в концепции вертикальное озеленение. Высотные дома покрыты растениями, царит культ зелени, автотранспорт ездит только под землей, рабочие места только высокотехнологичные. Все это было рассчитано на богатых китайцев, которые хотели вложить деньги в недвижимость за рубежом. Скорее всего, был план повторить успех Шэньчжэня, который вырос на близости к Гонконгу. А тут, в 10 километрах, находился другой глобальный мегаполис — Сингапур. В проливе Джохор начали намывать сразу 4 острова, на которых заложили сразу десятки небоскребов одновременно. Естественно, почва начала проседать, новые улицы начали трескаться. Сбор морского песка уничтожил мангровые леса, а сами искусственные острова изменили течение воды в проливе, и в лагунах начали скапливаться ил и мусор. Но главным провалом оказались зеленые сады на стенах домов. Жители жаловались на влажность, плесень и на огромное количество комаров, которые в Малайзии переносят опасную лихорадку денге. Уход за растениями на высоте 30-40 этажей требует огромных затрат на промышленных альпинистов и на системы автоматического полива. Что еще хуже, корни проникают в бетон, постепенно разрушая здания.
Финальным ударом для города стала новость из Китая. Партия ужесточила валютный контроль, и теперь китайский гражданин мог тратить за границей не более 50 тысяч долларов в год. На квартиру на искусственном острове этого не хватало. На 2023 год в городе, заросшем одичавшей растительностью, проживало всего 9 тысяч человек, а не 700 тысяч, как планировали. Из бизнесов тут есть только duty-free, туризм для тех, кто хочет посмотреть на город-призрак, ну и лучшие в регионе гольф-клубы.